Бонжур, дамы и господа, с вами Unfoxgiven. Хорошей новостью последних недель стало то, что, несмотря на повсеместный карантин в связи с эпидемией коронавируса, WrestleMania в этом году все-таки состоится. Не очень хорошей стало то, что выглядеть она будет не так, как на одном из фоток к заставке моих видео, а скорее вот так. Сначала стало известно, что она пройдет в подготовительном центре при пустых трибунах, а позже то, что увидим мы ее даже не в прямом эфире. Записи состоялись на прошлой неделе. Ходят слухи о том, что к поединкам записывали разные концовки, дабы результаты не просочились в сеть раньше времени. А о том, что карт претерпел немало изменений в связи с карантином и не только, стало известно наверняка. Сегодня мы поговорим о матчах, которые подготовил Monday Night Raw, и начнем с самой легкой артиллерии. Бой за командное чемпионство Raw. Изначально претендентами на титул должны были стать авторы боли, но вновь подвела травма. На сей раз у Резара случился разрыв бицепса, и свои кандидатуры выдвинули мексиканцы. Тем более Андраде остался без матча, в котором должен был отстаивать чемпионство США, потому что Рей Мистерио ушел на карантин. Но и Андраде не смог попасть в финальный карт уже из-за травмы ребра, о чем на последнем выпуске заявила Зелина Вега, представившая нового партнера Гарзы Остина Теори. Как говорится, слепили из того, что было, и здесь попросту нечего обсуждать. В паре с недавним дебютантом NXT у Гарзы подавно нет никаких шансов. Это титульная защита. Матч Бобби Лэшли и Алистера Блэка назначили без какой-либо подводки. Лэшли пропустил 3 последних шоу, попав под обязательный карантин после посещения Южной Африки в рамках пресс-тура. На еженедельниках мы так и не увидели никаких предпосылок, хотя бы на уровне обращений в соцсетях, но поговаривают, что матч все-таки решили поставить, дабы задействовать нашу Лану, освободившуюся от съемок в новом фильме с Брюсом Уиллисом, так как в Голливуде сейчас тоже предпринимают меры предосторожности. Блэк с момента своего перехода из NXT проиграл лишь единожды, и то поражение Стайлзу чистым никак не назовешь, поэтому с Лэшли однозначно должен справиться. Впервые в истории WrestleMania состоится поединок за женское чемпионство NXT. Шарлотт Флэр выиграла Royal Rumble, и пока она думала, с кем же ей побороться за титул, австралийка сама бросила вызов королеве. За это время обе одолели Бьянку Белэр в продолжительных матчах, а действующая чемпионка еще успела быстро засквошить Сару Логан. Все это сопровождалось постоянными нападениями друг на друга, во время которых удачливее оказывалась Флэр. В итоге изначально хорошая идея с победителем Рамбла, который будет бороться за титул NXT, привела к тому, что фьюд должным образом не развивался. Рипли гуляла по арене, на которой планировали провести шоу, в предвкушении выступления перед 80-тысячной толпой. Последнее нападение Шарлотт свелось к одному пинку и обращению к чемпионке: «Эй, новичок, увидимся на WrestleMania». И накал противостояния упал ближе к нулевой отметке. По-моему, в данной ситуации любой исход матча не так и сильно повлияет на статус обеих соперниц. Скорее, тут напрашивается титульная защита Рипли, которой не придется справляться с давлением огромного стадиона, чтобы не пустить 10-кратную женскую чемпионку на свой бренд. Над сюжетом AJ Styles и Гробовщика, в отличие от ранее упомянутых, как раз поработали, несмотря на отвратительное начало в Саудовской Аравии, когда для удержания Стайлза Гробовщику понадобилось всего несколько секунд. На Elimination Chamber Гробовщик опять помешал Стайлзу и сотоварищам втроем уложить Алистера Блэка. И тут Стайлз решил надавить на то, что Гробовщик давно начал жить жизнью простого смертного, а не окутанного завесой мистики Фенома. Завел себе Твиттер, делает селфи, призывает спасать тигров вместе со своей женой Мишель Маккул, которая его карьеру и разрушила.
К тому же в свое время украл у AJ его Styles Clash. Похоже на то, что ему придется встретиться уже не с Гробовщиком, а с Марком Кэллоуэем. Гробовщик парировал тем, что у Аллена Джонса слишком большой рот для такого маленького человека, и у него нет того, что есть у настоящих легенд. Зря он впутал сюда еще и Мишель Маккул, да и вообще она проводила его финишер лучше, чем он сам. Данный фьюд порадовал нас хорошими промо, но мы прекрасно понимаем, что никакого продолжения с возвращением былого Фенома не планируется. Гробовщик докажет, что ему до сих пор под силу одолеть какого-то выскочку, даже в человеческом облике, в матче на кладбище, и снова идет в закат. Вражда Сета Роллинса и Кевина Оуэнса длится еще с прошлого года, когда оказалось, что авторами боли руководил Роллинс. С тех пор мы увидели очень много командных поединков. Месси даже успел побыть командным чемпионом вместе с Мёрфи и окончательно вышел из себя, когда Оуэнс помешал им вернуть пояса на Elimination Chamber. По мнению Роллинса, правда заключается в том, что он многого добился на WrestleMania, при том, что статистика Оуэнса слаба, а прошлогоднее шоу ему даже пришлось пропустить. И хотя Роллинс не тренировался в этом подготовительном центре, без него не было бы ни этого здания, ни восходящих звезд настоящего, ни женской революции. Канадец поразмыслил над его словами и толкнул весьма странную речь о том, что у него самого трофеев было много, а во время тех моментов WrestleMania Сету постоянно кто-то помогал. Последнее утверждение является абсурдным враньем. А если рассматривать всю их карьеру в WWE, то уж кто бы говорил о посторонней помощи. Как бы то ни было, когда хил затрагивает неудачи фейса в определенные моменты, как правило, впоследствии фейс выигрывает. И в данном случае почти нет сомнений в победе Кевина. Сюжет Эджа и Рэнди Ортона для меня стал лучшим на предстоящие 2 дня главного праздника года. Это то, без чего по-хорошему не должна обходиться WrestleMania. Свое жестокое избиение Эджа Ортон долго никому не объяснял, только круша все и вся вокруг и выкрикивая извинения. Но перед Бэт Феникс он все объяснил тем, что Эдж – наркоман, зависимый от восторженной реакции публики, а Рэнди любит Эджа и его семью. И он не хочет, чтобы какой-нибудь молодой рестлер попытался построить на нем карьеру, отправив Адама в инвалидное кресло. Зрители оказались не слишком удовлетворены таким объяснением, судя по отклику «булшит». Оно и понятно, потому что Ортон в пылу своей заботы мог сделать с Эджем именно то, от чего якобы старался уберечь. Он обвинил Бет в том, что она не любит Эджа так, как он, потому что не удержала его от опрометчивого поступка. И на атаку Феникс Рэнди ответил RKO. Адам, в свою очередь, не поверил Ортону, напал на него при возвращении и заявил, что это не любовь, а зависть к страсти Эджа, зависть к тому, что Эдж всего добивался сам, а на Рэнди сработала фамилия. А еще голоса в голове Рэнди говорят ему, что только Эдж может разжечь в нем ту самую страсть, которую Ортон не испытывал 9 лет. Я считаю, что рассказанная история, длиной в несколько десятилетий, не должна заканчиваться одним боем, пусть даже таким серьезным, как матч до последнего стоящего на ногах. Наиболее подходящий исход – двойной отсчет. Вот и прошел почти год с триумфа Бекки Линч, завоевавшей 2 пояса в мейн-ивенте предыдущей WrestleMania. Бекки по-прежнему оставалась популярна у фанатов и теперь начала ездить на симпатичном грузовике. Вражда с двукратной женской чемпионкой NXT Шейной Бейзлер началась неожиданно не с победы в Royal Rumble, а с того жуткого укуса в шею. Ради демонстрации невероятной мощи Бейзлер руководство спустило чуть ли не впустую
один из двух назначенных поединков Elimination Chamber, закрыв глаза на многие вещи, которые фанаты ждут от данного типа матча. Бейзлер без особого труда расправилась со всеми 5 не самыми статусными оппонентками, за исключением разве что Аски, и принялась рассуждать о том, что Линч без титула будет уничтожена. Ирландка не особенно от этого отнекивалась, сказав, что если Шейна не справится, то так и останется в тени своей подруги Ронды Раузи. А в совместных нападениях Бейзлер, в отличие от действующей чемпионки, не понадобился стул. Явно напрашивается титульная смена, иначе все вложенные в продвижение Бейзлер ресурсы потеряют всякий смысл. В матче за мировое чемпионство Брок Леснер встретится с Дрю Макинтайром. На Роял Рамбле, сначала элиминировавшим чемпиона, а затем и завоевавшим победу. Я воспринял победу Дрю так же положительно, как и зрители на трибунах. Но с тех пор не произошло почти ничего. Шотландец не провел ни одного фьюда для укрепления статуса претендента. Не участвовал в матчах ни в Саудовской Аравии, ни на Elimination Chamber. И как мы увидели, помехой тому не стала травма подходящего на роль промежуточного оппонента Стайлза, который как раз принял участие в обоих шоу. Просто руководство решило, что и так сгодится. Макинтайр один раз жестко ответил чемпиону, проведя ему 3 клеймор-кика подряд. Все остальное время Пол Хейман продвигал Дрю больше, чем сам Дрю, называя особенным на фоне многих парней в раздевалке, на полном серьезе сравнивая с Роком, Хоганом, Синой, Гробовщиком, которые тоже особенные, но все они оказались съедены зверем. А к очень опасному Клеймо Кик Леснер уже готов. Если, по мнению руководящих лиц, для победы над Леснером в матче за мировой титул хватит фактора неожиданности, то у многих будут для них плохие новости. Вырисовывается успешная титульная защита. Подписывайтесь на канал, делитесь своим мнением в комментариях, а у нас впереди еще разбор матчей от Friday Night SmackDown.